Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. А в этом видео я хочу вам показать мастер-класс на нового медвежонка. Он получается вот такой небольшой, очень прост в вязании, справится даже любой новичок. И нам понадобится всего лишь плюшевая пряжа и крючок номер 3,5. Я использую вот такой. Как обычно, я всегда его беру для плюшевой пряжи. И плюшевая пряжа у меня это Ернар Дольче. И, по-моему, такая же белая пряжа. Я связала вот таких цветных. Можете выбрать любую абсолютно пряжу, какая вам больше всего нравится. Из любой пряжи эти мишки будут выглядеть симпатичными. Так, кроме пряжи нам сегодня еще понадобятся глазки. Я экспериментировала. Здесь у меня глазки номер 7 миллиметров, и они на безопасном креплении закреплены, как и носик. Здесь я и носик, и глазки приклеивала. Если вы хотите приклеивать, можете попробовать взять вот такие. Здесь у меня на голубом мишке вот эти. 8 миллиметров их размер. Так, носик я использую размер 7 на 9. Здесь приклеивала. Просто вот эту обстригла ему ножку. И оставшуюся часть плоскую уже приклеивала. Либо можете глазки сделать на безопасном креплении. У этого глазки 7 миллиметров. Также можете поставить 8 миллиметров. В общем, с глазками и носиками тут экспериментируйте. Также обратите внимание, что у этого есть бровки. Это придает ему другое выражение лица. У этого я бровки не сделала, что тоже может быть. И, в общем, смотрите, как вам больше нравится. Я вам покажу основную схему. И там уже эти нюансы вы можете по своему усмотрению делать. Итак, давайте с вами приступим. Ну а те, кто не подписан на канал, конечно же, подписывайтесь. Здесь много интересных мастер-классов и полезных видео. Так, начинаем вязание наших мишек с ручек. Делаем колечко амигуруми. Если еще медленнее нужно, то в настройках поставьте скорость, которая вам будет комфортна. Дальше в колечко мы провязываем 6 столбиков. Провязываем столбики без накида. Так, у меня 5 и 6. Затянули колечком. Дальше находим первую петлю из тех, что мы набирали. И здесь провязываем 6 столбиков. Прибавок мы не делаем. И столбиками без накида провязываем по одному столбику в каждую петлю. Итак, мы провязали первый ряд. Сейчас у нас здесь 6 столбиков. И дальше нам нужно провязать еще 4 ряда без изменения, также по 6 столбиков. Чтобы не сбиться и провязать именно по 6 столбиков, я для себя ставлю маркер и дальше продолжаю провязывать эти столбики. Так провяжите еще 4 ряда по 6 столбиков. Итак, я в общей сложности провязала 5 рядов по 6 столбиков. Ручку не наполняем. Только хвостики, которые остались от колечка, заправляем внутрь. И остался у нас еще ряд с убавками. Здесь мы вяжем с вами одну убавку. Дальше один столбик без накида. Еще одну убавку. Так, убавку сделала наконец-то. И у нас до конца ряда остается еще один столбик. Его провязываем столбиком без накида. Когда провязали еще один столбик, здесь мы делаем вот так, через 2 стенки у ручки проводим крючок, вытягиваем ниточку и также провязываем столбик без накида. Здесь у нас было 4 столбика в последнем ряду, поэтому нам нужно так провязать 2 столбика. Все, на этом ручка у нас готова. Отрезаем ниточку достаточной длины, отрезаем не длинную ниточку. Кончики эти мы потом заправим вовнутрь. Немножко подпаливаю их, чтобы оно не разъезжалось, потому что плюшевая пряжа очень крошится. Все, свяжите еще одну такую ручку и приступаем к ножкам. Чтобы связать ножки, мы также делаем колечко и в него провязываем 10 столбиков. Так,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали 10 столбиков, затягиваем колечком. Также находим первую петлю, которую мы тут набирали, первый столбик. Начиная с него провязываем 10 столбиков. Так же, как мы вязали в ручках, в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по одному столбику. У нас в ряду 10 столбиков, и теперь нам нужно провязать еще 3 ряда. Всего у нас получается 4 ряда по 10 столбиков. Один мы уже провязали, провяжите еще 3. Итак, провязали еще 3 ряда. На этом ножка у нас закончена. Мы свяжем еще одну такую же. На первой обрезаем ниточку. Опять эти все манипуляции с пряжей делаем. Вяжем еще одну такую же ножку, но ниточку не обрезаем. Дальше покажу, как будем их соединять. Итак, я связала вторую ножку. Сейчас мы будем их соединять. Для этого вот мы остановились на последней петле у второй ножки. Делаем одну воздушную петлю, берем вторую ножку. Здесь мы должны провязать 4 столбика по второй ножке. Для этого мы вводим крючок в петлю на второй ножке, вытягиваем рабочую ниточку и довязываем этот столбик без накида. Это будет первый столбик на этой ножке. Нам таких нужно провязать 4. 2, 3, 4. Далее делаем прибавку. 2 столбика мы провязываем в одну петлю. Сделали прибавку. Дальше вяжем 5 столбиков. 1, 2. Здесь как раз то место, где заканчивалась у нас первая ножка. Здесь подтягивайте за вот этот кончик, чтобы не было лишних отверстий. 2 столбика. Далее 3, 4, 5. У нас ножка закончилась. Мы довязали до того места, где набирали одну воздушную петлю. Здесь нам нужно провязать 1 столбик в эту цепочку. Но если я сразу начну провязывать цепочку, у меня здесь будет зазор. Поэтому что я делаю? Я в основание цепочки ввожу крючок, вытягиваю ниточку. И далее ввожу крючок в саму цепочку и также вытягиваю рабочую ниточку. По сути, я делаю убавку, но она мне позволяет здесь сократить расстояние. И тем самым у меня здесь лишних отверстий не будет. Дальше мы переходим на следующую ножку, и здесь мы провязываем 5 столбиков. Но здесь также у нас идет переход с цепочки на ножку, поэтому я ввожу крючок сначала в основание первого столбика на этой ножке, вытягиваю рабочую ниточку, в соседнюю петлю также ввожу крючок, вытягиваю ниточку, и все 3 провязываю за один раз. Также делаем убавку, и это будет считаться у нас первым столбиком на этой ножке. Первым из 5. Поэтому дальше мы вяжем еще 4. 1, 2, 3, 4. Дальше мы снова делаем прибавку. И вяжем 4 столбика. 2, 3, 4. Так, маркер у меня выпал, но здесь у нас остался еще 1 столбик, как раз наша цепочка. Довязываем 1 столбик. Все, это у нас конец этого ряда. Снова ставлю себе маркер. И сейчас в ряду у нас получается 24 столбика. Так, переходим к следующему ряду. Здесь провязываем 5 столбиков. Смотрите внимательно, куда мы должны ввести крючок, чтобы у нас петли не пропускались. Здесь вяжем 5 столбиков. 1, 2,
3, 4, 5. Делаем прибавку. Снова провязываем 5 столбиков. Четыре, 5. Дошли до места соединения ножек. Здесь мы делаем 2 прибавки. Сначала в первую петлю провязываем 2 столбика. Так, первая прибавка готова. И в соседнюю петлю также провязываем 2 столбика. Делаем вторую прибавку. Провязали. Вяжем еще 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем одну прибавку. Далее вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. До конца ряда у нас остается 2 непровязанных петли. Здесь вяжем 2 прибавки. Первая прибавка. И вторая прибавка. Все, мы дошли до конца. И в этом ряду у нас получается 30 столбиков. Следующие 2 ряда мы провязываем без изменения по 30 столбиков. Итак, я довязала эти 2 ряда по 30 столбиков. Тут уже можно добавить в ножки немножко наполнителя. Потом у нас все равно будет вывязываться голова. Еще будет время, чтобы дополнить тело полностью. Но ножки можно уже набить. Так, переходим дальше к 5-му ряду после того, как мы соединили ножки. И здесь у нас идет 4 столбика. Ну, что такое, запуталась. Так, вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Делаем убавку. Далее вяжем 12 столбиков. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Снова делаем убавку. И довязываем 10 столбиков до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, этот ряд мы завершили. Здесь сейчас 28 столбиков. В следующем ряду мы провязываем 3 столбика. Делаем 2 убавки подряд. Первая убавочка, вторая. Далее вяжем 9 столбиков. Восемь, 9. Также делаем 2 убавки. И довязываем до конца 8 столбиков. Сосед сверху что-то пилит так старательно. Праздники используют все по назначениям. Так, дальше. Кстати, в этом ряду у нас 24 столбика.
В следующем ряду мы вяжем комбинацию из 2 столбиков и убавки. Дальше снова 2 столбика и убавка. И так мы чередуем убавки через каждые 2 столбика. Так повторяем 6 раз всего. И в ряду у нас получается 18 столбиков. Давайте до конца довяжем. Все, этот ряд я довязала до конца. Сейчас у нас в ряду 18 столбиков. И далее еще нужно провязать 2 ряда без изменений по 18 столбиков. В следующем ряду снова делаем убавки, только уже через 1 столбик. Вяжем 1 столбик, делаем убавку. Дальше снова 1 столбик и убавка. Так мы должны до конца ряда с вами провязать 6 раз. И в ряду получится у нас 12 столбиков. Так, и остается у меня еще чуть-чуть. Последняя комбинация из столбика и убавки. Все, довязала. Дальше мы начинаем ввязывать ручки. Из-за того, что где-то может произойти смещение, здесь нужно внимательно смотреть, куда ввязывать ручки, чтобы они были расположены как можно ровнее и симметричнее. Так, я хочу, чтобы у меня перед был вот здесь, значит, мне нужно провязать еще 1 столбик, чтобы ручки были максимально правильно расположены. Вот получается у меня здесь. По ручке мы должны будем провязать 2 столбика. Так, как раз у меня получается. Вот я провязала так, что у меня получилось дальше уже здесь боковая часть. Берем ручку и провязываем 2 столбика вместе с ручкой. То есть мы прокалываем крючком петлю на руке, дальше находим петлю на теле, вот это, вот она, и вместе все провязываем столбиками без накида. По руке мы должны провязать 2 столбика. И второй столбик. Вот это у нас остается кончик. Его нужно подтягивать постоянно, чтобы он крепко зафиксировал здесь руку. Так, 2 столбика с рукой провязали. Дальше вяжем 3 столбика. Этот кончик я ввязываю внутрь. Так, 3 здесь будет мало, я провяжу 4, чтобы у меня также было все симметрично и ручка оказалась сбоку. И ввязываю вторую руку. Точно таким же образом ввожу крючок в петлях на руке. И сразу же в петлях на теле. Сколько кончиков, тут можно запутаться. Первый столбик. И второй столбик. Все, ручки мы вязали. И здесь у нас остается до конца ряда еще. У меня остался 1 столбик. Всего у вас в этом ряду должно получиться 12 столбиков. То есть, когда вы будете проверять расположение ручек, у вас должно быть 4 столбика связано по 2 ручкам и 8 столбиков в общей сложности должно быть провязано по телу. Вот здесь у меня 3, 1 и 4. Все, я себя проверила таким образом, что у меня здесь количество столбиков сходится. Дальше у нас идет вывязывание головы. Сейчас у нас 12 столбиков, я вам еще раз напомню. И далее мы в каждый столбик предыдущего ряда делаем 1 прибавку. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Вот таким образом мы продолжаем до конца ряда.
И в итоге у нас должно получиться из 12 столбиков 24 в конце этого ряда. Давайте провяжем и будем продолжать дальше. Итак, сделали 12 прибавок. И следующий ряд у нас идет комбинация из 3 столбиков и прибавки. 1, 2, 3. Делаем прибавку. Итак, мы вяжем до конца ряда. Всего у нас должно получиться 6 таких повторений. И в ряду у нас получается 30 столбиков. Так, сейчас еще у меня осталось сделать прибавку. Все, так довяжем до конца ряда. Получаем в ряду 30 столбиков. И далее 4 ряда провязываем без изменения по 30 столбиков. Итак, я провязала 4 ряда по 30 столбиков. Вот такая у меня уже деталь получается. Далее нам нужно сделать ряд с убавками. Для этого вяжем 3 столбика. 2, 3. Делаем убавку. И так вяжем до конца ряда. 3 столбика и убавка. В этом ряду у нас получается 24 столбика. Итак, дальше у нас идет 19 ряд. Здесь мы вяжем 2 столбика и делаем убавку. 1, 2 и убавка. И такую комбинацию провязываем до конца ряда. В ряду у нас получается 18 столбиков. С вязанием головы я пока здесь остановлюсь и свяжу мордочку, для того, чтобы понимать, куда мне вставлять глазки. Мордочка вяжется крайне просто. Также делаем колечко, в него провязываем 6 столбиков. 4, 5, 6. Затягиваем. Далее в каждую вяжем по прибавке. Так, 4, 5, 6 прибавка. Сейчас в ряду у нас 12 столбиков, и следующий ряд мы провязываем 12 столбиков без изменения. Это будет последний ряд, и на этом мордочка наша готова. В конце ряда делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку. Я ее делаю подлиннее, достаточно длинную, потому что она начнет лохматиться, пока я пришью мордочку, чтобы у меня было что потом отрезать. Так, мордочка готова. Теперь можно примерить, где она у нас будет располагаться. Вот примерно так у нас будет мордочка. Глазки я на этот раз выберу на безопасном креплении номер 8. Итак, если у меня вот так будет располагаться мордочка, то глазки будут примерно вот в этом ряду. Между глазками, смотрите, какое расстояние вам больше нравится. У меня получается, что между глазками 3 столбика. Вот так это все будет выглядеть. Теперь осталось только закрепить глазки и будем довязывать голову. Итак, глазки на месте. Продолжаем дальше вязать голову. У нас сейчас в ряду 18 столбиков, и следующий ряд мы вяжем без изменения. 18 столбиков. Довяжите до конца и снова встретимся. Итак, дальше у нас остается еще пара рядов. Снова делаем убавки. И здесь провязываем 1 столбик. Делаем убавку. Эту комбинацию вяжем до конца ряда. 1 столбик, 1 убавка. В этом ряду у нас получится 12 столбиков, и в следующем делаем 6 убавок. Ну давайте довяжем и покажу. Здесь не забудьте наполнить наполнителем голову и туловище, если вы там слабо набили, потому что дальше у нас будет уже 6 убавок, и через маленькое отверстие наполнить будет уже сложнее. Итак, набиваем голову, и, как я уже сказала, далее делаем 6 убавок.
Итак, я сделала 6 убавок. Сейчас у меня здесь 6 столбиков. И остается нам только стянуть отверстие. Для этого я каждую петельку вот так завожу в каждую ниточку. И просто ее затягиваю. Тем самым отверстие у нас стягивается. Раньше я прямо здесь делала фиксирующий узелок, но это вытягивало постоянно вот эту часть. Постоянно здесь образовывался лишний объем, который нам не нужен. Поэтому сейчас я делаю по-другому. Стянула отверстие и вывожу в область, где будут пришиваться ушки. Смотрите, завязываем узелок и продеваем в обратном направлении. И все, у нас узелочек не видно. И здесь у нас абсолютно ровная голова. Этот способ мне нравится гораздо больше. Теперь я завершаю вязание только так. Вот такой у нас уже получается медвежонок. Сейчас нам его остается только оформить. Давайте пришьем ему мордочку. Если вы будете приклеивать носик, можно это сделать потом. Если на безопасном креплении, то устанавливаем сейчас. Мордочку пришиваем прямо под глазками. Когда пришьем, еще сделаем такой стежочек вниз, как имитация ротика. И остается у нас только еще сделать ушки. Ну, давайте пришьем мордочку и вернемся к ушкам. Ну что, наш мишка почти готов. У нас остаются только ушки. Вот я булавочками отметила те места, где они должны начинаться и заканчиваться. Так как у нас игрушка очень маленькая, вязать отдельно ушки я не захотела. И недавно в других видео увидела, как вяжут ушки прямо на голове, поэтому решила, что здесь мы сделаем именно так. Так, смотрите, запоминаем, где была булавочка, вводим крючок, цепляем рабочую ниточку. Здесь можно кончик оставить подлиннее, я потому что люблю еще завязывать узелки в месте крепления, чтобы все было надежно. Вытягиваем рабочую ниточку, провязываем одну петлю. Делаем одну петлю подъема, сделали накид и цепляя вот эти петельки на голове, мы провязываем столбики с одним накидом. Провязываем первые 2 петли на крючке и вторые 2. Далее снова делаем накид и в эту же петлю провязываем еще один столбик с одним накидом. Первые 2 петли и вторые 2 петли. Дальше у нас остается здесь еще одна петля. Также делаем накид уже в соседнюю, во вторую петлю. Провязываем 3 столбика с одним накидом в одну петлю. Так, уберу здесь иголочку, она мне уже не нужна. Так, 2 и еще один столбик. Вот что у нас получается. Делаем одну воздушную петлю. И здесь рядышком находим снова петельку, за которую нам нужно зацепиться. И здесь делаем соединительный столбик. Все, ушко у нас готово. Теперь нам нужно только спрятать все кончики. Обрезаю ниточку. Здесь подтягиваю. Все, здесь завяжите узелок, спрячьте этот хвостик. И здесь также сделайте узелочек и спрячьте этот хвостик. Второе ушко вяжем аналогично. Заводим здесь крючок. Выводим рабочую ниточку. Фиксируем ее. Делаем воздушную петлю. И я начинаю сверху, поэтому здесь я делаю 3 столбика с одним накидом под одну петлю. Первый, второй и третий столбик, все под одну петлю. Дальше в соседнюю вяжу 2 столбика с одним накидом. Снова воздушная петля. И здесь делаю соединительный столбик.
Очень просто и быстро вяжутся такие ушки. Все. Остается только сделать фиксирующие узелки. И ушки готовы. Я чуть было уже не сказала, что на этом мишка наш готов, но как обычно я люблю это делать, я забыла про хвостик. Итак, хвостик мы вяжем тоже очень просто и быстро. Делаем колечко. В него вяжем 6 столбиков. Затянули колечком. И здесь провязываем 6 столбиков. Снова прибавок никаких не делаем. Провязываем в каждую петлю по одному столбику. И все, на этом хвостик у нас закончен. Выворачиваем его на лицевую сторону. Чтобы круг замкнуть, здесь делаем соединительную петлю. Вытягиваем ниточку, достаточной для пришивания длины. И за эту же ниточку я пришиваю его вот так аккуратно, вот на этом уровне. Вот такой хвостик у нас получается. Ну все, на этот раз точно медвежонок готов, его хвостик на месте. Все остальные элементы тоже. Но теперь я, пожалуй, могу сказать, что розовый мне нравится больше всех. Смотрите, какие милахи у нас получаются. Вяжется очень быстро, очень просто. И результат получается вот такой красивый. На этом мастер-класс завершен. Я надеюсь, что видео было для вас полезным и интересным. При публикации готовых работ не забывайте отмечать меня. Мне будет интересно посмотреть на ваши готовые работы. Ну и, конечно, вы помогаете развитию моего канала. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, так вы не будете пропускать новые видео. Ну а я вас всех благодарю за просмотр и прощаюсь с вами до скорой встречи в следующих роликах. Пока-пока!